Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Не устаю об этом напоминать. Любой расклад не расскажет о вашей личной истории. Но как альтернативный вариант развития событий как раз стоит и, может быть, посмотреть, просчитать какую-то свою ситуацию на пару шагов вперед или допустить, что жизнь наша не бывает полностью предсказуемой. То, что мы себе часто распланировали, вот обстоятельства вносят эти самые коррективы. И основные два вопроса – это что важно знать, неожиданности на неделе, что скрыто. Вот эти мы вопросы как раз и зададим картам. Что же для вас, мои дорогие тельцы, на неделю с 26 февраля по 3 марта важно знать, чему уделить внимание или чем вам придется заниматься? Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться, по мнению карт? Чему сейчас не время или что вам может помешать и что вам будет помогать? Давайте достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергию денег смотрим, личная жизнь. Что же важно? А вот быть таким королем жезлов, на своей волне, харизматичным лидером, все свои планы, но отчасти сохранять в секрете, правильно руководствоваться той информацией, которая к вам приходит, где-то анализировать и абсолютно точно верить в самого себя. Или в саму себя, мои дорогие девочки. Неважно. Лидерская карта – это тот лидер, который никому ничего не доказывает. Он сам по себе. Самозначимость где-то, самодоверие и самодостаточность идет по этой карте, и уважение по отношению к этому лидеру. Поэтому вот сохранять как и позиции, так и где-то ваши планы или ваши цели, намерения. Может быть, у кого-то мечта есть, значит, тоже ее перевести в какой-то тезис, план более конкретный. Об этом где-то говорит карта. Сильная позиция, правда, когда ничто не должно вас застать врасплох, мои дорогие тельцы. Неожиданности. Вот, наверное, ничто не должно застать врасплох. В неожиданностях карта мага. Вот такой нам милый котик показан. И это могут быть как люди, которые пытаются манипулировать, так и где-то ваши энергии. Вы можете всеми проманипулировать. Если жизнь нам не оставляет ничего иного где-то, как подстраиваться к тем обстоятельствам жизни, в которых мы оказались, или какая-то история ваша тоже меняется. У вас это старший аркан. У вас как будто все инструменты в руках. Вы можете изменить, пусть ход событий мы не изменим, но наше отношение. Или как-то обыграть какую-то ситуацию. Найти, какой-то тонкий подход или принять Соломоново решение по тому или иному вопросу у вас определенно получится. Здесь может быть разные сферы, это старший аркан. У кого-то это личной жизни касается, у кого-то вашего продвижения, зарабатывания денег. Но карта мага – это всегда холодные энергии. Рядом у нас карта как раз огненная, король жезлов. И есть определенные амбиции, как мы сказали, есть и импульс. Но, видимо, этот импульс где-то не транслировать, скрывать, чтобы любое событие в вашей жизни не повлияло на кардинальную смену ваших намерений и целей. И даже если попадаются вам такие умные люди, где-то с хитрецой, и вам нужно быть в таких же энергиях, чему сейчас не время. Знаете, это карта отшельника, еще один старший аркан. Кстати, слушайте свою интуицию. А что такое интуиция? Это интеллект, тандем из интеллекта и нашего прежнего опыта, который дает правильные подсказки. Но если мы говорим, чему сейчас не время, как будто уходить от решения того или иного вопроса, или отстраняться, или как будто думать о том, что я сейчас дистанцируюсь от какой-то ситуации, а она решится сама, не решится. Тогда вы можете оказаться в зависимой ситуации, держать руку на пульсе как будто придется. Но в то же время это карта мудрости, карта философии, жизненной диалектики какой-то. И поэтому вам, видимо, как и магам, так и философам одновременно придется быть. Но не в том плане. Вот, например, иногда по отшельнику предусматривается наш какой-то путь жизненный.
в том ключе, и отшельник, он идет именно по какой-то или по какому-то своему фарватеру, по тому, что он себе распланировал, и он скорее где-то, ну, действительно будет держать дистанцию от тех событий, которые в его жизни разворачиваются, лишь бы ничто не помешало именно от начала до конца осуществить его план. Но эта карта в позиции «чему сейчас не время», рядом карта мага, вам придется корректировать свои планы. Вот, а настаивать на чем-то на своем, как будто не время. Мы можем, или вы, мои дорогие тельцы, если что-то будем продавливать, харизматичный лидер, или видение конкретного действия, или какой-то темы, или развитие событий в личной жизни, как будто наши ни планы не поддержат, ни, может быть, как намерение и цель неосуществимо будет, если будем чересчур на чем-то настаивать. И это не значит, что мы меняем наши какие-то заветные мечты, цели, желания, но мы готовы скорректировать что-то в маленьком, чтобы в целом что-то более значимое осталось неизменно. Что же помогает? Ну, у вас сильная позиция, тройка жезлов, когда вы именно умеете свои вот эти самые намерения и цели привести в согласие с той обстановкой, которая у вас на данный момент существует. Помогает как будто, может быть, куда-то съездить, или собираться в дорогу, или осуществить переезд. Или, по сути дела, это карта будущего, это карта перехода сильной позиции и прогресса, мои дорогие. Сам по себе прогресс должен быть. Не должно быть застоя, видимо, не должно быть ухода от решений каких-то вопросов. Значит, если что-то буквально старшие арканы сваливается на голову на этой неделе, мои дорогие, наверное, вот в чем-то вы должны расставить все по местам или для себя в чем-то определиться, может быть, и внести какие-то коррективы, но это совершенно необходимо, чтобы вы вот как этот милый котик могли повернуться спиной к прошлому, чтобы оно вас не тяготило, не держало, где-то не цепляло. По этой карте это сильная тоже позиция, и когда вот-вот как будто, да, мы приготовились к прыжку, мы останавливаемся по этой карте, не торопимся, это тоже имеет значение, потому что это все в позиции, что помогает. Но такая, может быть, временная заминка, мои дорогие тельцы, она не для того, чтобы устроить себе глубокую философию по поводу тех событий, которые уже произошли. Нет, это, знаете, как готовность перед прыжком. Вот представьте себя, что вы, как вот это милое животное из семейства кошачьих, словно приготовилась, как пума, сделать грациозный квантовый скачок в будущее. И нужно как будто оценить свои силы и хорошенько прицелиться. Как я буду осуществлять свои планы? Что-то должно все равно продвигаться. Это в целом помогает. Что скрыто? Сами по себе перемены. Вот так выглядит старший аркан колесница в этой колоде. И колесничий, он управляет этой повозкой, но где-то как маг, силой мысли. Поэтому будьте внимательны к собственным мыслям, это правда. Не устраивайте себе анализ из глубокой философии на мелком месте, мы только что об этом сказали, потому что то, что вы думаете сегодня, вы осуществите завтра. От чего-то важно не отказаться. Какой-то, знаете, может быть вопрос на этой неделе, к примеру, нам уже 2 карты сказали, даже 3, можно сказать, о возможной поездке, переезде или, может быть, для согласования тех или иных вопросов вам тоже нужно будет переместиться на конкретную территорию, чтобы там на месте решать какой-то вопрос. И может быть как задержка какая-то на этой неделе. Или какие-то новые сведения появляются, новости, информация. Если сейчас мы сказали пауза или возможная заминка, то потом жизненные события ускорятся. И нам не останется времени на подумать, может быть и так. И встречай все новое, что приходит на твой порог. У кого-то может произойти, может быть, и судьбоносное знакомство, или встреча с каким-то человеком, который тоже вам как будто нужен зачем-то. Будьте внимательны на этой неделе к встречам вообще. Те люди, которыми вы сталкиваетесь или с которыми вы контактируете на этой неделе, вполне вероятно, еще окажут влияние на вашу жизнь, или вам придется с ними взаимодействовать. Дела, работа, бизнес. 10 кубков.
Вообще карта не совсем про бизнес, хотя это карта благополучия, когда все под контролем, когда это карта счастья, мои дорогие. У кого-то решение, может быть, семейных каких-то вопросов, может быть, переезда вместе с семьей или соединение семьи. Может быть, это как документы, подготовка, да, маг. И вам тут нужно будет совершить что-то невозможное. Но у вас это получится, мои дорогие. Тут сильная позиция на все дела. Но для этого надо быть великим магом где-то, волшебником, манипулятором. И вас ничто, правда, не должно застать врасплох. Ваш какой-то план, он осуществим. Вам сейчас пространство, вселенная, ангелы-хранители помогают. Но от вас, мои дорогие, вера в самого себя. Это, наверное, основное на этой неделе. Финансы. 13-й аркан. Вот когда 13-й аркан выпадает, и мы говорим про деньги, по крайней мере, в моих раскладах, я это знаю, это проигрывается. Если деньги были в задержке на этой неделе, вы их точно получите. По разным причинам. Может, это какой-то гонорар за ваше творчество или задержка оклада, может, что-то там стопорилось, то здесь, скорее всего, вы сами по себе деньги получаете. Посмотрите, но как будто вам стратегию и тактику распределения ваших финансовых доходов на этой неделе придется кардинально пересмотреть, что-то переиграть. От чего-то вы, правда, откажетесь. Откажетесь, может быть, от каких-то своих обязательств, когда вы кому-то что-то помогали. Или как-то пересмотрите. Потому что вот эти возможные паузы вас заставляют более внимательно отнестись к самим себе, чтобы не остаться в гордом одиночестве, где-то и с пустым карманом тоже. Не создавать себе риска, мои дорогие. Тут что-то очень важное может стоять на кону. Как бы деньги приходят, и карта-то десятка кубков про деньги говорит тоже. Где-то может быть, мои дорогие, к примеру, у кого бизнес, вот эти все 3 старших аркана, что скрыто, продвижение ведь какое-то, колесница. И если была какая-то пауза, значит, вы где-то в 5 минутах от того, что вот-вот что-то пойдет в рост, будет набирать темп. Как ваш бизнес, как ваше творчество, как по работе есть возможности добиться желаемого, каких-то целей, предположим, если мы говорим сделать карьеру, значит, где-то и оклад ваш будет увеличиваться. Это все взаимосвязано. Движение вперед, ваша сильная позиция вместе с тем, что вы можете осуществить, практически нет каких-то противоречий, понимаете? Так и финансово свою историю изменить тоже в корне. Но это будет и зависеть еще от вас, чтобы вы где-то не наломали дров, не приняли какое-то поспешное решение или не включились в решение тех задач, которые вас прежде словно ввели в какое-то нулевое состояние по финансам. Вот все же карта 13-го аркана, это карта смерти, это карта трансформации, изменить отношение к деньгам. Помнить, наверное, основная задача денег – это один из способов взаимодействия с миром, а нам по карте колесницы как будто только полный вперед. Личная жизнь. Король мечей вот так вот выглядит, но это может быть и ваш партнер. Почему нет? У кого-то буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Или у кого-то, мои дорогие, хождение по инстанциям, у кого-то это могут быть врачи, узкие специалисты, или, чего бы ни касался вопрос, делать все по закону. Если вы сталкиваетесь с теми же самыми документами, бумагами или, может быть, какими-то декларативными тоже документами, да, вот здесь не должно быть ошибки, какого-то просчета. Читаем, если документ перед подписанием, все, что написано мелким, крупным текстом, просчитываем математически, ведь это карта рационализма, логики и холодного расчета. Нет никаких эмоций. Почему-то все эмоции уходят в дела для того, чтобы, может быть, для кого-то в личной жизни как раз вот то, что родилось или то, что существовало в вашей паре, к примеру, на уровне чувств, перевести в какую-то реальную плоскость, и вы будете оформлять документы. Но, видимо, при оформлении или когда приходится решать какой-то финансовый вопрос, вам на неделе, скорее всего, придется и контактировать с людьми разного уровня. Вы можете даже с людьми столкнуться, те, кто наделены властью, или длинные руки, есть такое выражение, но у вас настолько сильная позиция, что практически
не просто Соломоново решение, а как будто даже та история, которая где-то поначалу идет со знаком минус, вы ее себе можете обернуть со знаком плюс, причем с большим, и еще и какой-то прогресс. Будьте готовы к каким-то вообще случайностям, мои дорогие. У вас очень интересные арканы, и причем на одну неделю у вас выпадает 4 старших аркана. И те, которые младшие, они ведь тоже достаточно весомые. И с десяткой кубков, которые обещают, ну, новое качество жизни, ведь это все очень важно. И вверху-то у нас, повторюсь, карта мага, карта возможностей, возможности быть счастливым. Или когда какое-то наше желание точно осуществится. Как минимум на этой неделе что-то продвинуть вперед. Или разобраться. Или в чем-то уже, ну, как будто для себя выработать, может быть, и новую какую-то стратегию и тактику сообразно обстановке. Но это будет усиливать все равно в конечном итоге ваши позиции. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.